Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин. Бусин сегодня у меня мало, но посмотрите, какие деревянные в этот раз бусины заказала. Захотелось мне сделать украшения из деревянных бусин. Вот эти бусинки я получила, и они мне сразу же понравились. Хотела заказать повторно, и их уже нет в наличии. Очень красивый такой бирюзовый цвет. Квадратик 10 миллиметров. Вот такие вот, посмотрите, углы сглаженные. Неплохо смотрятся, я думаю, с деревянными коричневыми бусинками. Будет интересно делать украшения. И, по-моему, 50 штук всего лишь было. Ну, может быть, и хватит мне на одно украшение. Хотелось что-то многорядное мне сделать. И вот такие бусинки, цилиндрики коричневого цвета. Здесь, по-моему, 12 миллиметров длина бусинки. Неплохо тоже сделаны. Покрыты лаком, наверное. Вот такие. И цвет приятный. Здесь, по-моему, 150 штук вот идет в комплекте. Немало, хочу сказать, немало. И вот такие кругленькие бусинки. Вот эти мне очень понравились. Они так отшлифованы ровно. И цвет мне понравился. Это у меня 6 миллиметров бусинки. И здесь в наборе 200 штук. Были 8 и 10 миллиметров. Чем больше, тем меньше в количество бусин. Посмотрите, какие ровненькие все бусины. Так и, если не трогая издалека, смотреть, как будто и каменные. Кажутся такие. Рисунок есть. И вот так они выглядят. Хотела вот вместе совместить все бусинки в одно украшение. Не знаю, надо подумать, как лучше сделать многорядное украшение. Но немножко отличается цвет. Немного. Ну, я думаю, ничего страшного. Но вот эти бусинки очень хорошее качество. И деревянные бусины, они недорого стоят. Ну, кто любит такие украшения в стиле боха, хочу попробовать сделать. Поэтому и выписала деревянные бусинки. Кулоны, подвески. Какие я получила в этот раз, покажу вам сначала вот эту подвесочку. Здесь диаметр 26 миллиметров. Выбирала я цвет вот такой, красный. А в итоге получила вот такую полосатую. Что это такое, я не знаю. И такая толстенькая подвесочка. Камень толстый. И отверстие. Можно сделать бейл, придумать, поставить. Можно обшить бисером. Но мне нужен был вот такой цвет. Так как у меня есть бусинки такие. Красная яшма. И ждала красный кулон. Ну, потом я не расстроилась, конечно. Прислали вот такой полосатый. Думаю, у меня есть по цвету подходящие бусинки. И не стала писать уже спор, открывать. Ставила. Пригодится такой цвет тоже. Ну и потом я в другом магазине уже заказала вот такой же цвет. Пришел то, что надо. Здесь уже он побольше, 3 сантиметра. И тоненький вот такой. Думаю, все-таки обшить бисером, сделать побольше кулончик. Не знаю, с каким цветом обшивать. И какой камень еще будет добавлен. Посмотрю. Скорее всего, бронзовым каким-нибудь. Оттенить надо цветом. И фурнитура, наверное, будет бронзовая. Скорее всего, я так думаю. И хорошие камушки. Я думаю, что это камни. И вот прямоугольный. Яшма, наверное, пейзажная. Скорее всего, размер 40 на 20 миллиметров. Был другой размер побольше. Выбрала я
именно такой размер, чтобы попробовать обшить кулон бисером. Именно с углами такими я еще не обшивала. Сделать такой прямоугольный кулончик. Ну и посмотрим, что получится. Здесь, конечно, уголок неровный. Вот так вот бывает, да? Не знаю, когда обшивать буду бисером, будет это видно или нет. И у меня такие бусинки есть, поэтому я такой и цвет выбрала. Неплохие подвесочки. Вот такие бусинки, ракушки. Посмотрите, какие цветные, яркие, солнечные бусинки мне пришли. Всего 8 штук в наборе. Так, покрасили их кисточкой, наверное. Полосочки нарисовали. Ну и вот так вот они выглядят. Такие солнечные. Конечно, на летнее украшение будет хорошо, я думаю. Но уже я не буду делать сейчас летнее украшение. Выписывала еще летом, а пришли сейчас. Вот так отверстие. Отверстие где? Отверстие. Вот так вот просверлено. И, по-моему, 2 сантиметра квадратик. И были, по-моему, черные полосочки черного цвета. И простые такие цвет ракушки. 8 штук всего лишь. Ну, я думаю, хватит на одно украшение. Проставить какими-нибудь такими оранжевыми бусинками. И такое будет яркое летнее украшение. Это бусинки ажурные, вот такие красивые, квадратные. Здесь 8 штук всего лишь. Давно я на них смотрела, но вот решилась все-таки купила, так как бусинки я еще жду под гавлит 12 миллиметров. Может быть, их и вместе в украшение поставить. Очень красивый здесь рисунок. Посмотрите, как здорово, да? Здесь такие отверстия крупные. И, по-моему, 15 миллиметров. Ну да, 15 по выпуклым вот этим точечкам. 15,8. Ну, красивые бусинки. Ну и повторно еще заказала вот такие поменьше. По-моему, 12 миллиметров. Я уже показывала вам такие. В каком-то украшении я использовала. Ну, многие, наверное, знают про эти бусинки. Я не знаю. Повторно я покупаю товары и многое чего вам не показываю. Не знаю, интересно вам смотреть повторы или нет. Напишите, показывать мне или не показывать. Ну, вот такие я вам уже показывала медного цвета, 10 миллиметров. Заказала еще, так как они мне очень понравились. Если мне что-то нравится, я сразу же заказываю повторно. Ну, а вот эти шапочки бронзового цвета я еще не брала первый раз. Такой же рисуночек, просто бронзовый цвет. Вот такой рисунок. Такой же. Только здесь 50 штук, это в другом магазине. Ну, а здесь 30 шапочек. Это тоже другой магазин. Очень красиво смотрятся, да, эти шапочки. А ну-ка, давайте попробуем надеть шапочки на квадратную бусинку. Как оно будет выглядеть? Вот уже бусинка совсем по-другому смотрится, если вот так ее зажать. Такая вот получается интересная бусина, как фонарик. Подвеску сделать такую фонариком. Хорошее качество и четкий рисунок. Все видно до мелочей. Хорошенькие шапочки. Так, а это шапочки вот такие вот 10 миллиметров. Тоже такой рисунок красивый. Так все четко проработано. Как звезда пятиконечная. Давайте наденем на бусинку, так как это шапочки написано 10 миллиметров и бусинка у меня 10. Но они толстые, как видите, сами шапочки. Есть тоненькие, а это не тоненькие, но красивые, посмотрите. Хорошо обнимает бусинку.
10 миллиметров. Неплохо смотрится, да? Ну, сейчас я возьму еще бусинку побольше. Это 12, наверное, миллиметров бусина у меня. Ну, тоже неплохо. Тоже красиво. Так, сбоку. Начинаю когда работать, и материала почему-то всегда мало. Шапочек бронзовых посмотрела, у меня не так много оказалось. Чего-то всегда не хватает. И вот такие вот шапочки. Вот такие полукруглые. Сейчас посмотрим на вот такую подвесочку. Вот хорошо подходит на подвесочку. Вот есть, наверное, у кого-то бусинки. У меня таких больших нет бусин. Если отверстие вот так просверлено, можно спокойно надеть. И посмотрите, как она хорошо лежит. Ну, я думаю, можно и на квадратные надеть такие шапочки. Если есть квадратные бусины чуть побольше. Здесь 2 сантиметра. Сейчас попробуем надеть. Ну, это, конечно, сюда не подойдет. Бусинка хорошо лежит, кстати. Но только, да, она рассчитана на толстенькую бусину. Эти ракушки тоненькие. Ну, а так она вроде бы неплохо смотрится, да? Ну, конечно, ракушку я с бронзовой фурнитурой не буду сочетать. Но и этих шапочек очень мало. Всего лишь 16 штук. Были и в серебряном цвете. Понравились, очень интересные, да? И последние у меня вот такие бусинки. 10 штук всего лишь, 10 миллиметров. Очень красивые. Форма такая тыковки. Но они тяжелые. Много их и не поставишь. И они не полые, поэтому они и тяжелые. Имеют вес, но красиво сделаны. Вот такая вот форма. И всего лишь 10 штук. Если вам что-то понравилось, все ссылки под видео будут. Пишите комментарии. Очень интересно ваше мнение, что вам понравилось. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.